Недавно мне пришла идея попробовать себя в роли типичного заветовца. Собрала себе сборку на Симгире, получил в итоге минус 99 живучести. Цель этого ролика будет в том, что я с одного хп должен зарабатывать деньги, выживать и в конце концов выкупить все гири из контейнера, чтобы вернуть прежнюю живучесть. Кстати, будут введены некоторые усложнения. Начнем с того, что я буду начинать полностью без брони и оружия, с нулем на балансе, и у меня в руках будет только ножик. Далее, чтобы открыть пистолет, я должен буду накопить и скинуть на Твинк 100 тысяч рублей. Чтобы выкупить оружие или бронекостюм, 300 тысяч рублей. Чтобы пользоваться усилениями, 800 тысяч рублей. Детектор для поиска артефактов 1 миллион. И чтобы убрать одну гирю, я должен буду потратить также 1 миллион рублей. С ценами мы разобрались, но вы знали, что весенняя распродажа уже совсем скоро. GGSell совершил бунт против цен и отменил комиссию на пополнение Steam. Для пополнения потребуется сделать всего 2 шага. Ввести свой логин в Steam, а также желаемую сумму для пополнения. Нажать кнопку «Оплатить» и выбрать любой из удобных способов оплаты. Сумма на стадии оплаты остается прежней. Никаких дополнительных комиссий и скрытых платежей нет. И еще присмотритесь к закрытой распродаже, ведь только там самые вкусные цены. Но и не стоит забывать, что GGSell — это гигантский маркетплейс цифровых товаров, где по приятным ценам со скидками вы можете приобрести подписки для PlayStation, совершать донат в мобильные и ПК игры, прикупить лицензированное ПО и много чего еще. Напоминаю, что все необходимые ссылки находятся в описании. Пополняй Steam без комиссий только на GGSell. Зайдя на аккаунт, я сразу побежал на приток. В моих планах было просто начать фармить кабанов и продавать копыта сильного кабана на аукционе, ведь за одно копыто можно выручить около 5000 рублей. Я думал, что кабанов можно будет легко размансить, но как же я ошибался. Слава богу, рядом находился игрок, который меня поднял, и я продолжил фарм. С большим трудом убив первого кабана, нападаю на второго, но в итоге умираю. Прибегаю второй раз, третий, но замечаю аванпост, на который решаю сбегать. Прибежав на авик, спокойно и без врагов захватываем его. И на почту я получаю неплохой дроп. Далее нахожу труп, лутаю его и делаю вынос на базу. Скидываю все на персональный склад и продаю ненужные вещи скупщику. А другие, в основном крафтовые, на аукцион. Кстати, получил награду за ежедневное задание и отправил ее на Твинк, так как решился их не использовать. Снова отправляюсь на приток, где умираю от кровососа. Выбежав из сейф-зоны, по привычке спрыгиваю с холма и, получив небольшой урон, погибаю. Наконец-то добегаю до аванпоста, где просто начинаю лутать трупы, в которых находится небольшое количество вещей. И в итоге с каждым залутанным паком мой хабар рос. Как говорится, с мира по нитке, голому рубаха. Ой, а это что? Далее, каким-то образом убивая игрока. Ой, типа убили. Я убил, кстати, с 1 хп. Но через время умираю сам. Прибежав обратно, аванпост отхватил рубеж. И думая, что уже пора прощаться с моим лутом, завет доказывает свою силу. И я забираю все свои вещи назад. Залутав еще пару паков, захватываю аванпост и бегу на базу. С перевесом, но уверенно, в сопровождении каких-то игроков, которые меня в итоге бросили. Начинается выброс. И вместо того, чтобы переждать его на аванпосте, я продолжаю бежать на базу. И в итоге, поторопившись, умираю от падения. Позже забираю свой хабар и добегаю до базы с таким лутом. Продаю хлам скупщику, с которого получаю 33 тысячи. Выставляю некоторые предметы на аукцион и решаю полутать выброс на домашней локации, без детектора, что, как можно догадаться, у меня не вышло. Пробегав много времени, я возвращаюсь на базу и забираю деньги с продажи вещей на аукционе. Получаю 50 тысяч и плюсом продаю лут, который мы получили за защиту аванпоста. Имея на балансе 112 тысяч, я скидываю их на Твинк и выкупаю пистолет РШ-12. Хочу напомнить, если вы только хотите начать играть в StalCraft, то рекомендую перейти по ссылке в описании, благодаря чему вы получите неплохие бонусы на старте. А для тех, у кого уже есть аккаунт, вводите приветственный промокод в профиле игры. Снаряга и другие расходники ждут тебя прямо в игре. Забегаю на приток и иду тестировать свое новое приобретение на Архантер Зевкаса. С легкостью убиваю первого, второго. Но меня нокнут, и мне на помощь снова прибегает брат-заветовец. Вот это здорово! Молодчина! Который поднимает меня и офигевает от того, что я бегу только в куртке. Откуда ты? Ха-ха-ха! Алых-лыхах! А вот! Реально в куртке? Да! Смотри еще контейнер бочонок! Один хиппи! Мир в страдании, бро! Пиздец! Уже на кузне решаю полутать протки, но пробежав рядом с заставой, за мной ввязался зомби, который меня и убил. Блять. Снова занимаюсь лутингом на аванпостах, но большого результата это не приносит. Блять, что?
проигрыш. Блять. Немного, конечно, получилось заработать, но мне все так же не хватало на базовые вещи. Поэтому я продолжаю думать, как в один миг мне разбогатеть. И вдруг мне в голову приходит гениальная идея, с которой я смогу заработать денег на первое время. И это таскание паков. Радуюсь, беру первый заказ на приток, и уже там понимаю, что из-за рюкзака контейнер снялся, и моя живучесть выросла до 100 единиц. К сожалению, прописываю быстрый телепорт на базу и думаю, как можно заработать еще. В итоге, почти сразу мне пришла идея бегать по периметру локации кузня и лутать траву. Этим я и занимался, но мое внимание отвлекло убийство союзника. Направляюсь сюда и нахожу труп с неплохим лутом. Блять, вот это надо забрать как-нибудь. Это вкусно, ой-ой-ой. Бля, надеюсь, не увидят этот труп. Янтарные полы немного стоят. А тут прям самый сок, как будто бы. Забираю все вещи и направляюсь на вынос, но забываю, что на этом переходе 3-й уровень пси-излучения. О, полы янтарные. Ой, нет. И в итоге погибаю. Мои попытки вернуть хабар были тщетны. Я не знаю, как это с этим. В итоге я нахожу игрока, который согласился помочь мне забрать хабар. Алло, привет, можешь помочь, пожалуйста? Нужно до кузни сбегать. Кого тебе делать? Короче, нужно до кузни сбегать. Можешь помочь? А тебе зачем? Да я там паксу не могу забрать в пси-излучение. Пойдем. Я дальше там пройти не могу просто. Я метку кинул. Понял. Получилось? Без слов он возвращает мне все вещи и, не прося никакое вознаграждение, уходит в закат. Алло, спасибо Давай, большое. удачи. Давайте я тоже удачи. Возвращаясь на базу и начинаю распродавать весь добытый мной лут. Что-то продавал скупщику, что-то выставлял на аукцион, что-то продавал перекупом, и в итоге накопилось 315 тысяч. Закинул 300 тысяч на твинк и выкупил с персонального склада штурму. Пока что особо большого плюса она мне не дает, ведь у меня по-прежнему всего 4 приведенки, но теперь я смогу ходить в заражениях 3-го уровня, что открывает мне доступ ко всей кузне 11. Пользуясь этим, бегу на кузню и занимаюсь плотным лутанием травы, но отвлекаюсь на игрока и в итоге умираю от NPC. Бля, ну как так-то? Потом от игрока и еще. И вроде только-только залутался, как снова начинается череда смертей. Да нет, ну... Да нет. Покупаю на последние деньги инъекторы, чтобы хоть как-нибудь уменьшить количество смертей, но мне это не помогает. Вот любит же StarCraft давать надежду. Я в крысу убиваю игрока, нахожу неплохой лут, и тут же мне прилетает выстрел в голову с гаусс-пушки. Геймплей во. И вот на моем балансе всего 2 рубля. Я бегаю, лутаю травку, как вдруг вижу игрока, который стоит на месте. 3 точными выстрелами ложу и убиваю его. Лутаю очень много частей мутантов, но, к сожалению, небольшую часть мне пришлось выбросить из-за перевеса. Но основную часть я все-таки вынес. С продажи всего этого я заработал около 100 тысяч, что дало мне свежий глоток воздуха, и я с новыми силами направился на фарм. Но и тут меня ждала подстава. Пока я бегал и лутался, на радаре появилась двойка. Я спрятался за бугром, но увидев, что за мной бежит псевдогигант, быстро дал дёру, благодаря чему меня увидел игрок и убил. Вернувшись обратно, я замечаю бегущего игрока и начинаю по нему стрелять, а этим игроком оказался тот самый чел, который меня и убил. Я забрал весь хабар, которого было даже больше, чем я потерял, и отправился на базу. Мусор продал, а траву закинул на персональный склад. Сделал еще один забег на кузню. И на этот раз решил выставить всю накопленную траву на аукцион. Зайдя уже вечером, все вещи на аукционе были проданы, и я получил за нее 737 тысяч. В итоге на моем балансе была сумма 868 тысяч рублей, 800 из которых я отправил на твинк, чтобы открыть доступ к усилениям. Купив все необходимое и запившись, моя живучесть с приведой увеличилась, а под морфином стало еще больше. Но от ботов меня это не спасло. Да, возможно, пуль, чтобы меня убить, потребовалось больше, но не то чтобы много. Закупаю на последние деньги инъекторы и иду на кузню. На кузне у меня стало лучше получаться лутать заставы, ведь боты теперь не шотают меня за один выстрел. Но есть и другие факторы, которые наносят гораздо больше урона. Далее, в один момент, я нафармил достаточно много лута для выноса, но моя жадность меня сгубила. Я при поддержке союзника решил выйти против штурмы, что обернулось для меня плачевно. Забрав остатки и немного пофармив, я пошел на середину территории Свободы и Завета, и мне хоть кто-нибудь из вас может объяснить, как я умер. Слава богу, мой хабар никто не забрал, и я, убив игрока, пошел на вынос, с которого заработал 66 тысяч, и немного фильтров с дорогими сигаретами.
Дальше на кузне я снова нафармил достаточно большое количество ресурсов. Но при зачистке заставы на меня нападает штурма, и меня подводит моя точность. Ну как так-то? Неудачно попытался залутать опорные пункты, видимо живучесть еще не позволяет. Но тут нахожу блок гаммы и понимаю, что нужно выносить. Опа. Лутаю еще пару спотиков и как всегда делаю нищий вынос на 100 тысяч. Также накопив фильтров и дорогих сигарет, сливаю их перекупу. Покупаю усиление и возвращаю свой старый баланс, будто бы и ничего не поднимал. Иду, короче, на опорный пункт, пробую забрать его. Но с 7% живучести я, наверное, не смогу это сделать. Увидев метку смерти союзника, прятаюсь за коробками и прислушиваюсь. В итоге решаю выбежать. На горизонте. Нет. Сука. Даже при неудачах я старался не унывать. Что? Забавно. И враги, как будто бы понимая мою боль, при выносах не убивали и давали мне спокойно пройти. Продав все возможное, что у меня было, я накопил 300 тысяч и отправил их на Твинк, чтобы приобрести FNT 2000 Tactical. С ним стало намного приятнее играть против ботов, но не игроков. Извини. Не придумав ничего лучше, я продолжил лутать траву, ведь это, как мне показалось, самый безопасный фарм валюты. В итоге один раз вынес, другой слился, но зато в третий раз я бегал долгое время без проблем и спокойно вынес самое большое количество травы за все время. Выставил все на аукцион и лег спать. На следующий день я зашел в игру и с продажи на аукционе заработал 340 тысяч. Закупил все необходимые расходники и продолжил свой путь. Поскольку зашел в игру я без разминки и мне это быстро дали понять, я снова занялся фармом. Только уже не только травы, а минералов в середине кузни. За одну такую ходку можно было зарабатывать от 30 до 100 тысяч. Такое количество минералов я залутал буквально за 2-3 минуты. А 50 лазурных минералов уже стоили порядка 20 тысяч. Но для выноса этого было мало. И зафармив еще немного травы, я прибежал на базу. Далее на протяжении всего дня в Сталкрафте я занимался одним и тем же. Но в один момент мне повезло настолько, что за одну ходку я смог найти 25 янтарной полыни, хотя до этого максимум выносил 7 штук. Это очень повысило мою мораль. И сделав еще один вынос, я продаю все вещи на аукционе и зарабатываю на этом около 900 тысяч. И вот мой баланс перевалил за миллион, что означает то, что я смогу выкупить одну гирю из своей сборки. И игра заиграет совсем по-другому. Я смогу бегать не только по кузне, фармя траву, но и ходить на более сложные локации, такие как Тихая Заводь и Любич 3. Но было бы это правдой. Дальше я заработал еще 200к, отправил 1 миллион на Твинк и наконец-то убрал первую гирю, заменой которой стало Солнце. Моя приведенка увеличилась до 100 единиц, что равно примерно дождевику. В итоге, как можно догадаться, боты перестали меня шотать, и, наверное, добыча валюты пошла в гору. Как бы не так. На протяжении 3 дней я занимался абсолютно одним и тем же. Сбегал на кузню, фармил опорники, умирал и в конце концов продолжал дальше фармить траву вместе с минералами, продавая все это на аукционе. А также мною было принято решение не показывать все эти выносы по 50 тысяч, а просто и кратко рассказать о том, что происходило. Если кому-то нужны доказательства фарма, то это все я могу скинуть в свой телеграм-канал. В итоге я убрал еще 2 гири, которые заменил на жар-птицу и каблук. Характеристики сборки на данный момент перед вами. Дальше, уже имея около 50 живучести, я начал намного лучше чувствовать себя в открытом мире. А также буквально на днях Сталкрафт вернули Старый Север в новой обертке. И я решил протестировать, как там обстоят дела для таких индивидуумов, как я. Первым делом берем квест у главы нашей фракции. Потом спускаемся в бар Пенный Гейгер, и там говорим с NPC Кюри. Он поясняет немного за Дикий Север, и после разговора с ним у нас открывается доступ в путепровод. Закупившись расходниками, захожу в путепровод и, проходя через все эти аномалии, дохожу до первого чекпоинта, где сейчас в основном собираются люди. Вон все стоят, собрались. Проходя дальше, у нас начинается накапливаться эмиссия. Это было сделано для того, чтобы игроки не сидели прямо у перехода на локацию. Первым делом решаюсь пойти в рыжий лес. А, все, я выбрался. Но буквально не отходя от спавна, вижу игрока, которого решаюсь убить. Но его страхует рядом стоящий тиммейт. Угу.
Во второй раз я решил сбегать на комбинат Уран. Тут я замечаю игрока, которого убиваю. Но как показал радар, он был не один, поэтому я занимаю выгодную позицию и начинаю его выжидать. Прождав достаточное количество времени, вбегаю из укрытия и бегу дальше на север. Там я бачусь на мякоть и в итоге умираю от игрока. Блять, в смысле? Третий забег был для меня менее удачный. Как только захожу на локацию, меня встречают и убивают. В четвертый забег я решил сбегать на Тихую Заводь, потому что там недавно уменьшили максимальное количество игроков на сервере, что должно было сыграть в мою пользу. Но как обычно я косячу и захожу в био. Пока жду его вывода, мне на голову падает игрок. Бля, чел. Я решил не сидеть на месте и идти дальше. Заглядываю в пак для того, чтобы найти аптечки, но нахожу часть на прицел. Как только ее забираю, меня убивают. В следующем забеге на спавне прячусь от пятерки на радаре, но меня как-то быстро находят. Уже в шестом забеге я сумел выбраться со спавна и даже зафармить антенну шепота с их новыми NPC. Что? Это точно нормально. Все сломали. И... Блять, что? А что с лутом? 15 тысяч. Кстати, подожди-ка. Зачистил еще спотик и решил вынести лут. Но расходники уже заканчивались, и в итоге решение пришло само. Возможно, и хватит, но... Только на радаре. Блять. В седьмом и восьмом забеге умираю от очень сбалансированных NPC шепота. Точно так же, как и в девятом. Далее прошел выброс, на котором я направился лутать мякоть в отражении. На первом забеге я зафармил немало мякоти, но меня убивают и забирают все вещи. Все залутали, черти. Во втором забеге я зажимаю в жирного типа и также погибаю. Ой, сколько у тебя жира, чел? Далее я продаю все, что у меня есть, для того, чтобы приобрести схроны. И ставлю их в укромные места. Скидываю чуток мякоти и бегу дальше. Нахожу врага, и дальше мой мувмент просто поражает. Блять, ну ошибка. Ну чё? В итоге мой выброс подошел к концу, и я направился домой на локацию, где могу чувствовать себя более-менее. Занимаюсь лутанием опорников и других активностей в целом. О, нихера. Выношу лут на базу и с продажи всего этого зарабатываю 60 тысяч. Плюс там фильтры, дорогие секреты и по мелочи. Продолжалось все это долго. Нет! Было много смертей, крайне мало Блять, выносов. нахуй ты чел взялся? Просто зачем? Сбегал еще пару раз на дикие локации, где был успешно устранен. Бля. И все. Я выгорел. На моем балансе 1500. Половина заработанных денег ушла на расходники, а другая половина лежит и ждет, пока поднимаются цены. Я занимался этим проектом около месяца. Если поначалу эта идея казалась мне хорошей, гениальной, то буквально спустя время, когда счетчик смертей перевалил за 1000, мне перехотелось играть в StarCraft в целом. Можно считать, что этот челлендж был абсолютно провальным, ведь больше я им заниматься не хочу, но зато хочу предложить альтернативу. Если это видео наберет 1500 лайков, что скорее всего не случится, я продолжу это испытание и начну ровно с таким же снаряжением, балансом и артефактами в сборке. Только, чтобы убрать одну гирю, мне нужно будет вместо 1 миллиона потратить 2, что будет гораздо сложнее, ведь этим всем я буду заниматься только на новых диких локациях севера. Подписывайся, чтобы не пропустить.